Привет всем, меня зовут Ярослава, я ваш друг, который рассказывает на русском языке, о русском языке, и я хотела с вами поделиться своей радостью. У меня на канале 500 человек, вот так ведь, да? 500 показывают. Спасибо всем, что меня смотрите. И я подумала, что было бы классно сделать какой-нибудь, подарочек, сюрприз для вас. Поэтому, если вы хотите получить от меня открытку на русском языке, в конце видео я расскажу, что нужно сделать. А пока я хочу рассказать про 5 классных техник, с помощью которых ваш прогресс в русском языке будет очень быстрым. Первая техника, но скорее это не техника, а скорее это такой майндсет. Анализировать и замечать. Очень классно, когда вы что-то читаете, обращать внимание, почему это слово в той или иной форме. Можете ли вы объяснить какой-то падеж, почему именно этот падеж здесь нужен? И поверьте, буквально через несколько таких упражнений вы будете лучше чувствовать падежи, вы будете лучше чувствовать, как работает предложение, начнете лучше понимать вообще структуру языка и чувствовать структуру. Поэтому просто попробуйте как эксперимент. Второе упражнение — это называть предметы вокруг себя. Здесь такая интересная вещь. С одной стороны, вещи, которые нас окружают, вещи, которые вокруг, это вещи, которые нам нужны в жизни. Правильно? Поэтому нам нужно знать их название. Например, вот что это? Это розетка. И с другой стороны, потому что эти слова, эти вещи вокруг нас все время, мы как-то о них не думаем. Они просто есть и все. Попробуйте посмотреть по сторонам и назвать 10-15 вещей. Поверьте, вы удивитесь, сколько важных и интересных слов вы найдете. Третье. Пересказывать то, что вы прочитали, то, что вы услышали или то, что вы посмотрели. Я думаю, вы знаете, что есть несколько типов навыков. И когда мы учим иностранные языки, русский, например, мы тренируем разные навыки. Это чтение, аудирование, это письмо, это говорение. И часто слушание и чтение развиты нормально. Ваш мозг может думать, что вы все прекрасно знаете, но это в теории. Как говорится, в теории между практикой и теорией нет разницы, но на практике разница есть. Если вы будете делать это сразу после того, как вы что-то посмотрели, значит, что у вас в голове еще будут вот эти все предложения, эти все структуры, эти все мысли, и вы легче их запомните. В дополнение, четвертое задание, четвертая вещь, которая развивает язык просто как сумасшедшее, это говорение. Конечно, нужно говорить, мы все знаем. Но что будет, если вы поставите таймер на 10 или на 15 минут, выберете одну тему и будете говорить только об этом? Уже, наверное, не так просто, да? Могу вам рассказать, как это будет выглядеть. Первые 2 минуты вы будете чувствовать себя очень уверенно, вы будете чувствовать себя очень комфортно. Вы все расскажете за первые 2-3 минуты. После 3 минут вам будет казаться, что у вас больше ничего в голове нет, что это уже все. Но если вы не сдадитесь после этих 3 минут и продолжите говорить, то вы вспомните то, что вы когда-то учили, то, что вы когда-то слышали, то, что вы когда-то запоминали. И поверьте, за 10-15 минут в вашей голове проснется столько слов, вы вспомните столько всего интересного, что уже даже забыли, и вы сможете потом использовать это в своей речи. Всего лишь за 10-15 минут. Ну разве не круто? И последний, 5-й прием — это разговаривать на русском языке не с носителями. Я советую вам разговаривать с иностранцами, которые тоже учат русский язык, и которые проходят через то же самое, что и вы. Во-первых, вы сможете замечать, например, ошибки, которые вы делали когда-то, и помогать другому человеку в этом. Когда вы разговариваете с иностранцами, у вас общий опыт.
у вас общий опыт, у вас возникают похожие проблемы, похожие вопросы. Во-вторых, иностранцы, которые учат русский язык, они часто разговаривают понятнее, чем некоторые носители. Вот там вы прошли, вы там то, просто и все. Носители русского языка часто они не учились, а вот как они разговаривают в обычной жизни, так они и будут разговаривать с вами. Иностранцы, которые учат русский язык, они учились, как говорить по-русски. Очень часто, к сожалению, люди, которые учат иностранные языки, они недооценивают других людей, которые тоже учат русский, которые тоже учат иностранный язык. И если вам хочется поговорить на русском языке с носителями, с иностранцами, это все можно делать в моем чате в Телеграме. Вот он здесь. Нас там почти 100 человек. И каждую неделю, каждое воскресенье мы созваниваемся. Добро пожаловать, вступайте сюда. Мы всем рады. Вы знаете, что я переезжаю каждые 2-3 месяца. И в этом году я была уже в 6 странах. И я подумала, что было бы классно обмениваться открытками. Поэтому я решила, что я хочу отправлять открытки на русском языке людям, кто учит русский язык. Если вы хотите получить от меня открытку из Болгарии, то вы можете оставить комментарий к этому видео. Напишите, что помогает вам учить русский, и оставьте свой ник в Телеграме или в Инстаграме, чтобы я могла вам написать. И из этих комментариев я выберу 3. Если вы не хотите участвовать в такой лотерее и хотите 100% получить открытку на русском языке от меня, то вы можете поддержать меня на Buy Me a Coffee и получать каждый раз открытку из нового места и сказать спасибо за мои видео, если они вам нравятся, за чат, за созвоны, которые я устраиваю в этом чате. Повторяю еще раз, чат и созвоны, они бесплатны для всех. Ну что, 500 человек, я рада, спасибо вам большое. Не забудьте оставить комментарий, лайкнуть это видео, подписаться. Пока-пока.